Не понимаю, где возмутился Воронин, что я хожу в вульгарном образе. В школе я выглядела всегда профессионально. А вы были моделью? Да, Ага. я продолжаю. Мне пришло письмо. Дядя Вова, нам новую учительницу подослали. Вот посмотрите, какая она. За 15 тысяч 6 дней в неделю. Долженко привел ее с перспективой быть директором школы. Она не любовница Долженко? Мы этого Долженко, в принципе, как и вот этого вот критика, не видели ни разу. Вы верите, да? Вот вы верите всем своим источникам. Что должностное лицо дома теща шваброй гоняла? Да не дома, а в кабинете прям. Я тоже разменная монета у господина Воронина. А вы чем провинились? Добрый день. Вот у нас с тобой разница в возрасте. Не вспоминай. Я, наоборот, хотела сказать, вроде небольшая, но если спросить и тебя, и меня, каким должен быть учитель, ну, каким мы с тобой его представляем, я думаю, что во мнениях мы с тобой сильно разойдемся. Да, только я даже предположить не могу, в какую сторону мы с тобой разойдемся. Сегодня в нашей студии уже бывшая учительница биологии школы номер 8 города Ишима Анастасия Шумилова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с самого начала. Что случилось? Во-первых, я сюда прилетела с целью наказать господина Владимира Воронина по закону, взыскать компенсацию за моральный ущерб с него и с директора 8-й школы. За то, что они так со мной обошлись несправедливо. Вы говорите так, как будто мы Испортили мне знаем историю, а репутацию. мы ее не знаем. Расскажите с самого начала, что произошло? В начале сентября я пришла устраиваться в 8-ю школу, в которой я проучилась 11 лет. И вот 8 сентября я уже была официально трудоустроена, работала с удовольствием с детьми. И я скажу, мне не то чтобы понравилось, я поняла, что это мое. Я хочу доносить детям знания, хочу быть с ними на одной волне. А на какую должность вы взяли в школу? На самом деле я учитель биологии и ОБЖ, но меня взяли педагогом-организатором. Я проводила профилактические беседы с детьми на разные темы. Понятно. И вот вы уже влюбились в профессию. Что ж случилось-то? 15 сентября утром я просыпаюсь и вижу пост о том, что Владимир Воронин выложил фотографии со мной, осквернив мою честь, мое достоинство. Я была просто в шоке. Подождите, вот это его первый пост, да? Да, и дальше там фотографии. Это я рекламировала кальянную в 20 лет. Я так понимаю, что главные претензии были не к тому, что вы кальян рекламируете, а к тому, как вы выглядите при этом. Верно? Шорты. На самом деле я не нарушала педагогический имидж. В школе я выглядела всегда профессионально. С детьми я всегда соблюдала субординацию. А фотографии мои, какое они вообще отношение имеют к тому, чем я А это занимаюсь фотографии сейчас? с вашей страницы? Да, с, То есть с он моей их просто страницы. взял оттуда, перепостил из разместил. себя и разместил. Да. Это, простите за вопрос, это самые откровенные фотографии у вас на странице? Или Ну, есть то есть у вас же что-нибудь? нет там У меня голой нет грудь, совершенно там еще? откровенных фотографий. Ну, вот это максимум, правильно я понимаю? Ну, Это фотографии вообще Ну, в В смысле, джинсах и в рубашке. Сохраненка. Ну да. То есть они у меня в закрытом доступе сейчас. Короче, он это все нашел и разместил, и из-за этого вас уволили. Только, ну, что, вам пришли, вас вызвали к директору и говорят, вот у тебя тут фотографии вот такие, увольняйся, или как это было? Да, сказали, либо ты знаешь, что педагог — это лицо школы, и даже уборщица не имеет права заниматься такой личной жизнью, быть моделью, фотографироваться, А вы были ходить моделью, в клубах. Да, Ага. я продолжаю рекламировать какие-то бренды нераскрученных мастеров. Давайте, пока мы дальше не пошли, вы нам рассказали подробно о своем увлечении до программы. С детства я увлекалась моделингом. С 5 лет моя Лёля Оксана меня одевала красиво в свои одежды и фотографировала. С 14 лет я фотографировалась. У меня очень хорошо получалось придумывать новые образы, идеи, позирование.
А эта фотография одна из моих самых любимых. Это первая фотосессия с профессиональным фотографом в ресторане. Я никогда не думала, что моя любимая деятельность, мое хобби, мое увлечение с самого детства, с 5 лет, может обернуться мне увольнением с работы. Я потратила 5 лет на высшее образование и всю жизнь на развитие своего хобби. И не понимаю, почему нельзя заниматься и по основной профессии, и в свободное от работы время быть моделью. Это один из примеров моего внешнего вида. Пиджак, классические штаны, кроссовки. Также еще один из примеров – черная водолазка, черные штаны. Не понимаю, где я хожу в вульгарном образе на уроке и у меня короткие платья. Я не собираюсь удалять никакие фотографии. Я такая, какая я есть. Я буду говорить напрямую, что я думаю, я искренне и прямолинейно, и честно. Если мне больно, если я хочу плакать, я буду плакать на всю страну. А потом возьму себя в руки и пойду дальше. Пойду в суд и буду доказывать свою правоту и свою справедливость. Темперамент какой у вас? То есть директор школы вам сказал, удали фотографии, тогда мы тебя оставим. Вы сказали, ничего удалять не буду. Это ваша принципиальная позиция, правильно же? Да. Так вас уволили как? По статье или по собственному желанию? По собственному желанию. То есть вы написали заявление? Да. А тогда какие у вас претензии? Ну, написали Понимаете, заявление. они сказали, либо ты уходишь по собственному желанию, либо ты удаляешь фотографии. А вы бы не А вы бы слушали. сказали, что нет. А я не буду, увольняйте. Пожалуйста, трудовую комиссию давайте. Нет. Понимаете, я испугалась, мне было страшно. А за У что меня вы маленький ребенок, и только потом я узнала о том, что не имели права даже до 3 лет. Смотрите, мы с директором, временно исполняющим обязанности директора школы, поговорили, но перед тем, как мы покажем наш разговор, вернее, это короткое интервью, я все-таки про этого Владимира Воронина пытаюсь понять. Вот откуда у него мысль возникла пойти на вашу страницу? Я никогда не была знакома лично с Владимиром Ворониным. Наслышана только о нем, о том, что этот человек работал в органах, его уволили из-за взятки. И после этого строил козни всем гражданам Ишима. Я много наслышана от знакомых и от незнакомых. Ну, он блогер, что ли? Да, у него есть свое сообщество, где он выкладывает людей и всяко их унижает, оскорбляет. И вот он решил добраться до меня. Ну, с ним-то потом. А вот обещанное интервью с временно исполняющим обязанности директора школы номер 8 мы сейчас вам покажем. Была резонансная публикация в социальных сетях. Я должна была отреагировать на эту ситуацию и ждать, когда ко мне придет родительская общественность. Конечно, я не могла. И на следующий день пригласила Анастасию вместе с заместителем директора по воспитательной работе. И мы попытались проговорить с ней о том, что публикация таких снимков для человека, который работает в школе, просто неприемлема. И попросили эти снимки удалить. А на что она сказала, что удалять их не будет, но подумает. Анастасия среагировала увольнением по собственному желанию. Никто педагога не принуждал в приказном тоне, либо в каком-то повышении голоса, либо давлении обвинить временно исполняющего обязанности директора нельзя. Человек всегда выбор делает сам. Анастасия свой выбор сделала. Вы написали заявление с просьбой вас уволить уволить от должности по собственному желанию. Ваша просьба была удовлетворена. В чем претензия-то? Вы же сами это В сделали. том, что меня принудили это сделать. Вас никто не принуждал, вам дали выбор. Либо удаляешь фотографии, то есть поставили ультиматум. Подождите, А вам если бы сказали, я не либо удалила? ты удаляешь фотографии, либо мы с тобой расстаемся. Вы сказали, хорошо, расставайтесь. И ушли бы. И дальше если это бы я была не бы их удалила головная фотографии? боль. Как вас уволить? Как это возможно сделать? По какой статье? Тем более при наличии у вас ребенка еще до 3 лет. Я вообще не представляю, как бы они это сделали. Не, ну тут другой вопрос. А вы были в штате или все-таки вас взяли на испытательный срок? На испытательный срок Ну, на 3 месяца. тогда никаких 2 недель отработки и быть не может. Вас взяли на испытательный срок, вы его не прошли. Испытательный срок. Вас уволили по собственному вашему желанию. Я понимаю ваше возмущение действиями Владимира Воронина. Я абсолютно убежден, что дыма без огня не бывает. И не про вас сейчас говорю, а про то, что вы просто были использованы.
в этой ситуации. Вот для чего? А я немножко посмотрел о деятельности господина Воронина. Должен вам сказать, что у меня есть к нему несколько вопросов. Пора их задать ему. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Ильич. Садитесь, пожалуйста. Я тот самый человек, который выворачивает наизнанку все злодеяния чиновничек. За что и страдаю. Понятно, вы страдали. Чиновничьи Чиновничьи. злодеяния? Да. Злодеяния. А она что, чиновник, что ли? А о ней речи не шло. Целью поста было поднять вопрос о том, как замглавы администрации по социальным вопросам, который курирует школу, комплектует школу и кем он комплектует. Значит, вы ее использовали для того, чтобы свести счеты вот с этим вот Борисом Долженко. Правильно я понимаю? Я про нее не знал. Откуда узнали? У меня есть страница, группа на сайте, А сколько человек в группе? около 7 тысяч. Значит, каждый день мне приходят письма, где рассказывается о всем, что творится у нас в городе. О нерадивых чиновниках, правильно? Да, нерадивых чиновников. Меня другие вопросы не интересуют. Я говорю о других людях только тогда, когда они пересекаются с чиновниками как-то. Мне пришло письмо: дядя Вова, к нам новую учительницу подослали. Вот посмотрите, какая она. Какая? Ее фотографии прислали, 15, что ли, фотографий, может, даже больше. Я из этих фотографий выбрал самые безопасные, самые безобидные 3 штуки, просто для того, чтобы показать, что Долженко же знал, что вот это она занимается фотомоделизмом, фотомодель. Он же знал прекрасно. А привел это ее. он, что ли, привел ее в школу? Да. Вы опубликовали эти фотографии только потому, что предположили или точно знали, что вот этот зам начальника вашего, как его зовут? Долженко Борис да, Геннадьевич. привел ее по блату в школу. Откуда у вас эта информация? Учителя сказали. Учителя сказали. Подождите, но у нее есть образование, правильно? У вас же есть образование, есть диплом. О каком блате речь идет? У нас что, учителя в очередь стоят? По-моему, у нас нехватка кадров. Моя цель публикации вот этой была, я уже сказал, что я вообще думал, что будут обсуждать Долженко, потому что он лично знаменитое вышение, а не это самое, не ее. Слушай, сколько вам лет, простите, пожалуйста? 67. 67. Ну так вот вы и пишете, заместитель главы города Долженко Да, подбирает кадры в просто школу, знаете, что меня соответственно. поражает? Что вы как-то в своем возрасте сохраняете такой заряд наивности, бодрости и, простите меня, иногда тупости. Ну, почему должны обсуждать Долженко, если вы размещаете фотографии женщины в неглиже? Конечно, будут обсуждать ее. Получилось так. Получилось так. Давайте, Вы слушайте, хотели, вы нам... чтобы уволили Долженко, а уволили учительницу? Нет, одну секунду. Долженко однажды отправил на кремлевскую елку сынка миллионера за то, что тот помогал ему строить дом. Анастасия, при чем здесь? Анастасия ни при чем, под раздачу попала. Вот смотри, под раздачу попал. Благодаря Отлично. кому? Да, вот я чувствую, знаете, что я чувствую? Что вы сегодня попадете под раздачу. У меня полное есть. Я уверен. У меня есть полное ощущение. Знаете, потому что я нахожу у вас симптомы того же самого заболевания, что у меня. Оно называется психопатия со склонностью к сутяжничеству. Только я чуть-чуть больше преуспел, чем вы. У меня подписчиков, если считать зрителей этого канала, да, чуть больше, чем у вас. Но я о другом. Вы, когда мы с вами говорили у вас дома, как-то очень более откровенно и подробно рассказали о том письме, которое стало поводом для вашей публикации. Давайте послушаем. Приходит письмо, написано: уважаемый дядя Вова. И вот это потом дальше рассказ, что к нам в школу, значит, начальник привел учителя нового. Она у доски что-то писала, потом выронила фломастер, говорит, нагнулась, а у нее спереди была юбка выше, как говорится, пупа. И, значит, прилагаем вот фотографии, которые мы нашли на нее. Я написал все это. Вроде все было нормально. Мне стали опять фотографии там присылать отовсюду. Где она была, где там что делала. И такие фотографии, что можно деньги делать на каких-нибудь сайтах зарубежных. В принципе, я согласен, что ее уволили. Она неправильно, но не подходит она для школы по всем параметрам. Тем более она сама же это все высказала. Чё, за 15 тысяч, до 6 дней-то работать. Я здесь работаю неделю педагогом-организатором. За 15 тысяч 6 дней в неделю. Как вы думаете? Я очень хочу задержаться на этой работе. Я написала заявление об увольнении. Я ничего против нее не имею. Каждый человек выбирает сам же. Кто-то там поваром работает, кто-то там дояркой, кто-то фотомоделью. Я к школе отношусь так.
Учитель, он в любое время должен быть учителем. Да. Подождите, это ваши слова про Мои 15 слова, тысяч да. за 6 дней? Это мои слова. Нет, я у Насти Да, спрашиваю. верно, это мои слова. Ну да какие претензии сейчас? Тем На более самом вы так деле я радовались. готова была работать за 15 тысяч 6 дней в неделю. Ну, вы потому что мне публично-то нравилась сказали моя совсем работа. другое. И я не хотела увольняться. Ну вы же сказали об этом, еще Да. и в эфире. Вы нам показывали свой этот внешний образ в школе, и там все время были брюки. А здесь я сильно сомневаюсь, кстати, что это ученики писали. Эти слова не подкреплены никакими Я доказательствами. тоже сомневаюсь. Я считаю, что это, скорее всего, учителя написали. Учителя написали. Потому что там да. слух прошел, что Долженко привел ее с перспективой быть директором школы. Я даже не знаю Директора Долженко. нет как Ни раз разу в глаза этого. не видела. Ну вот смотрите, вы когда что-нибудь... Слушайте, но это, может быть, они вам наврали, что с перспективой быть директором школы, ну как бы... Ну, я же не говорю, что это 100%, что вот она Так была вы директором. когда-нибудь проверяете информацию, которая к вам поступает? Или просто от балды лепите, если видите там фамилию или Нет. хотя бы намек на какого-то чиновника? Нет, я проверяю. Не проверяете? Проверяю. Как? Проверяю. А как вы здесь проверили? А здесь меня волновал факт, был такой или нет. Вы понимаете, Я поеду- когда вы... Вот смотрите, вы же понимаете, что такое контекст, верно? То есть вы своим подписчикам говорите буквально следующее. Вы же это утверждаете в Посмотрите, тексте. какие вкусы у нашего начальства, кого Довженко, знаете, в школу притащил. Я бы счел, что вы говорите о том, что это его любовница, которую он притащил в школу. Вот что у вас в контексте получается. Ну, вы так считаете? В принципе, в контексте, да, потому что Долженко знаю. Хорошо. С тех Тогда пор, как давайте позовем сюда супруга Анастасии и Владимира. А он, интересно, знает любовника своей жены? Ну, вот я и спросим, какие отношения у Долженко, да, и его жены. Я знаю, что Долженко с ресепшена в спорткомплексе женщину затащил в подсобку, чуть не изнасиловал. Причем? Ему замечания, скажем, делали. Здрасте. Тебе что, диванный критик, заняться нечем или что? Пенсию спокойно не встречаешь? Почему моя жена из-за тебя страдает и плачет? А я ее уволил. Разве? Что? Я ее уволил. Я не... Ты что мямлишь? Можешь громко сказать? Ты же пишешь так ярко, громко. Можешь Я громко уволил сказать? ее. А из-за тебя ее Она же сама уволили. уволилась. Какой Долженко? Куда ее позвал? Объясни мне. Ее позвали с Центра занятости населения по подбору персонала. Она искала там работу, стояла на учете по безработице. Сядьте, не стойте. Мгм. Можно я к ней сяду? Ее оттуда отправили в 8-ю школу. Она не любовница Долженко? Мы этого Долженко, в принципе, как и вот этого вот критика, не видели ни разу в глаза. Долженко мне потом стало интересно. Я, конечно, загуглил, посмотрел, кто это такой. Все. А он просто испортит много кому жизнь. То есть это Своими. не первый случай, не единичный. Конечно. Ну вот вы знаете, вот сейчас, как вы сказали, диванный критик сказал, ну просто попало под раздачу. То есть действительно, у него методы такие. Вот он как видит чиновник, у него глаза кровью наливаются, а дальше вот неважно какими способами, какими методами, кто попал Лишь бы под ляпнуть. раздачу, тот попал, Да. да. Мне, наверное, тоже стоит написать пост о вас, да? Как у нас в городе говорят, вы же там по слухам тоже много чего выкладываете. Как вы работали в органах, и вас уволили за взятку. Меня уволили по достижению возраста. Это еще везет, что, ну, как бы муж в адеквате. А другой бы посмотрел, сказал, а ты что с ним спишь? Ну, вот был бы какой-то ревнивец там или еще что-то. И полетела бы молодая семья крахом. А этот бы вышел сюда, 67-летний, и сказал, ну, под раздачу попала семья. Ну, как бы... Понятно, что это же Дон Кихот Просто скажите, вам что, какие там... спать не с кем? Вас никто по головке не гладит. Я это уже слышал. Вот у вас попала девочка под раздачу. С одной стороны, она умная девочка и крепкая. Она тоже решила на этом пиар сделать немножко, верно ведь? Да я ее за одни сутки показал всей России. В конце-то концов. Господи, какой великий. Ну а что? Как жертва вашего скандала отреагировал на это? Вот этот, я все время забываю, как его фамилия. Должен. Долженко. Долженко. Он-то как отреагировал? Рад, небось? А и жена его рада. Наверное, очень рад. Теща, по крайней мере, ему на него со шваброй прыгала. Но дело не в нем. А этот знает даже... А слышь, он и в бинокль. Дело в том, что... Что? И пост написал, и 8 биноклей ходит, проверяет. Да не У кого 8 биноклей, чего в администрации после поста достаточно- случилось. В администрации недостаточно источников информации. Я всю жизнь с этим занимался только. 30 лет. У вас есть такой источник информации в администрации, который рассказывает вам, что должностное лицо дома теща шваброй гоняла. Да не дома, а в кабинете прям.
Вы верите, да? Вот вы Верю. верите всем своим источникам. Скажите, пожалуйста, Нет, не может, всем, они я в вашей проверяю. голове звучат? Ну, Да, может, вы просто не голоса. освидетельствованы. Тогда Но выглядит тогда именно я так. диагноз меняю. Да нет голосов, не Нет, спрашивают. давайте серьезно, смотрите. Конечно, эта история, как и все те истории, которые вы публикуете, почти все, вызывают резонанс в городе. Город небольшой, жить чем-то надо, а тут вдруг такой источник удовольствия, как вы. Ну, раз девушка вот так захотела, наверное, это ее выбор. А там уже пусть думает сама. То, что она учитель, это же ничего не значит. Фотосессия просто у нее какая-то была, но это же ее личное время. Вообще какие-то люди стали жестокие и вообще негативно вот к этому ко всему относятся. Мнение двоякое, на самом деле. Учитель должен образ нести такой весь культурный, положительный. Ничего плохого, в принципе, в профессии модели нету, но можно корректировать вот эту вот свою сферу. Более сдержанной, наверное, фотографии. Дети не больше видят в ней своего ровесника. Это ее личная жизнь, и не нам к ней лезть. Ну и тем более не нам их комментировать, эти фотографии. Мне кажется, детям вообще пока еще рано такие фотографии смотреть. У нее должность, она должна показывать детям пример. Красивая женщина. А за что увольнять такую женщину, если, например, ничего там такого нету? А кем она работала? Учителем. Учителем? О, странно. Я бы не сказал. Она больше на модельершу похожа, чем учительница. Я хочу позвать в эту студию одного из ваших подписчиков. Сергей Владимирович, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ведь не знакомы с Владимиром? С Владимиром мы знакомы. Ну, с удовольствием читаете. Я его не знаю. Ну, как вам сказать, я не чтец, я А вы кто? ищу информацию. И сам ее даю. Сергей Владимирович, так все-таки вы-то как относитесь к поступку вашего старшего товарища? Положительно. А знаете, нет, за меня не нужно говорить. Я сам А я не скажу. за вас, вы это до программы Хорошо, говорили. я скажу так. Этот его пост я даже не видел. Я наткнулся на ее первое выступление. И мне дико показалось, что человек, который сразу же обзывает гнидой 60-летнего Я не обозвала, человека, я сказала, как. работает педагогом. Вы посмотрите, какие там посты, с какими оскорблениями. И Ни это одного педагог. оскорбления нет. Что она сказала? Вот в первом выступлении, ну, я сейчас дословно не помню, можете его Хорошо, посмотреть. она там что-то есть. сказала про него. И... Да. И она его сделала, в общем-то, основной причиной своих неудач, так скажем. да. Подождите, этот пост про нее разместил он? Я увидел ее выступление Это первое. выступление было реакцией, ответом Реакцией, на да. его первый жест. Я согласен, что это выступление разницы было не защитной. видите? Я вижу, что это было просто защитной реакцией, да? Ну? Вот так мы хотим, чтобы... Но я вижу, что человек совершенно непригодный к занятиям педагогикой. А у вас вы эксперт? Я не эксперт, я человек, который прожил жизнь, и я вам скажу... Вы я запомнил- комментатор в социальных сетях. Вы Нет. не эксперт. Нет. У вас какое образование? Высшее, Какое? техническое. Какое отношение вы имеете к педагогике? Никакого. Какое? Вы можете быть всего лишь вот просто обычным комментатором, Меня человеком со своим воспитывали мнением. педагоги. Вот А? такое я отношение имею прямое, потому что меня воспитывали хорошие учителя. Все, что хотела сказать Юля, что у вас нет области экспертизы для того, чтобы судить о ее способностях. Ну да, я согласен. Послушайте, Анастасия получила диплом, она училась 5 лет. А вот тут Это- сексизм просто неприкрытый. это Только что, секунду, Саша. Только что. Вы вот только что показали свое лицо. Я сказала все то же самое, что сказал Саша. Но от женщины вы это слышать не хотите. Женщина для вас не авторитет. Как только все ровно то же самое вам сказал мужик, вы это приняли. Это сексизм, который сквозит из всех щелей, что от вас, что от вашего друга. Я просто перевел то, что говорила на Я сказала понятный ровно язык. то же самое, Сашенька. Ты- Просто ты мужик, и тебя я послушаю. Когда ты говоришь эмоционально, хочется возражать, даже не вдумываясь в то, что ты говоришь. А я говорю безэмоционально, Нет, рационально. просто ты мужик. Хорошо, я пока еще мужик, да. Ну вот. Теперь давайте так, серьезно все-таки.
Вы понимаете, вот действительно сейчас нам автор этого скандала сказал, что он с ней-то вообще как бы и знаком не был, и неинтересна она ему совсем. Ему нужно было зацепить какого-то чиновника. Но если в этой борьбе все средства хороши, тогда вы кто? Тогда вам нельзя даже открывать рот и говорить о морали. Потому что вы абсолютно аморально себя ведете. И знаете еще почему? Потому что есть уши, которые вас слышат. А у этих ушей есть рты, которые после того, как они вас услышали, открываются. Вот давайте послушаем на мнение тех, кто вас читает. Девушка, лучше будьте блогером. Вы ведь в сетях, как рыба в воде. Школа не ваша, тем более за 15 тысяч рублей. Лучше уйти по собственному, чем по статье. А за нарушение морального облика есть статья по несоответствию. Это испортит вам трудовую. В одном вы правы. Против системы идти сложно. Это как плевать против ветра. 2 недели она поработала с детьми. Лично я не вижу в ней учителя. Очень много понтов и хайпа в ее словах. Вы, девушка, очнитесь. Не может ребенок воспитываться человеком, который вечером в трусах прозрачных позирует, а днем с детьми работает. Вы либо придерживаетесь морали, либо идите своей дорогой, подальше от детей. Какие профилактические беседы ты можешь вести, если сама рекламируешь кальянные? Что ты скажешь? Курить это плохо? Я взяла покурить кальян чисто для рекламы? Отучиться 5 лет в пединституте мало. Нужно еще самой быть человеком воспитанным, с высокими моральными нормами. Нормально вам? Ну вот два мужика сидят на диване. Нет, вот это я виноват, что люди так и говорят. Люди правильно говорят. Ее в школу принимать не должны были, потому что несоответствие. Модель – это одно, школа – это другое. Это разные совершенно занятия. Это личная жизнь. В школе я соответствовала своему профессионализму. И внешне, и внутренне. Александр Викторович, как заслуженный учитель Российской Федерации, расскажите нам, пожалуйста, как должен выглядеть учитель в современной школе? У меня представления свои, конечно же, есть обширные. С одной стороны, конечно же, человек может заниматься в свободное время чем угодно. Вы можете заниматься, но в школе это неудобно. Это корпорация. Ну, вроде бы с вами беседовали достаточно деликатно, да? Вам сказали, у нас это не принято. Почему это не принято там, это другой разговор. Ну, почему не откликнуться? Вы же хотите работать в этой корпорации, в этой школе. Значит, шаг в сторону подобных требований для вас не унизителен. Ну да, просто надо помнить, что в деревню одноногих идут на одной ноге, и в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Да, это да, и в деревне, и в крупном городе. Не о том речь, послушайте внимательно. Что касается господина Воронина, все-таки здесь, на мой взгляд, нарушена вами мера и нравственная, и эстетическая, в погоне за разоблачением чиновников, а с ними надо с нарушениями бороться. Но все-таки не по принципу все средства хороши. Вы вот не просто задели, но существенно задели эту семью. Знаете, к сожалению, господин Воронин задел не только эту семью. К нам приехала еще одна женщина, она утверждает, что Владимир настоящий охотник на ведьм. Он ищет скандал там, где его просто нет. Елена, идите к нам. Всем здравствуйте. Я тоже разменная монета у господина Воронина. А вы чем провинились? Ну, тоже Что через тоже? меня на администрацию пытался. А чем вы занимались? Давайте с самого начала. Что Давайте с произошло? самого начала. Я в 42 года родила своего ребенка младшего и решила открыть игровой детский центр. Хорошее дело. Хорошее. Мне дали на это деньги, кредит. И это было в конце 19 года. Я открыла вот эту вот игровую. И где-то в ноябре 2020 года я сделала вывеску большую, баннер. И мне передают через интернет, что господин Воронин выложил такую, как сказать... Ну, пост выложил. Ну, пост выложил, да. Что, хорошо ли это, что игровая находится возле заправки? Раз выложил, на него никто внимания не обратил. Второй раз выложил. Ну и потом начали комментарии от других людей.
А что за... Что? Ну, то, что В санитарно-защитной зоне. я Как раз нахожусь в детское санитарной учреждение. защитной зоне, я нарушаю все права. Хочу сказать, что там было судебное у нас разбирательство, и суд поставил точку. Ей в иске отказано. В иске к вам? Да, ко мне. А вы подавали иск на него, да? Она подавала иск на меня, да. Да, потому что уже дошло до того, что Веренчук, это зам нашего Шишкина, раньше он был мой любовник, он в постах выкладывал. Понимаете? А ему везде Вот уже любовь. опять то же самое пошло, что у Анастасии. Ну, мало ли, что господин Воронин там несет, поргу какую. А Вот почему? я решила в суд подать, потому что он каждый день... Нет, вот у эти вас, у вас бизнес продолжается или нет? Нет, мне пришлось закрыть ИП, Почему? сделать банкротство. Ну, потому что он преподносит эту всю информацию людям там в интернете так, что они верят. Ну, там нету то никаких есть ни у вас доказательств, все-таки ничего. у вас поток клиентов упал? Да. То есть То он есть у вам- меня нету клиентов. он вам Ну, разрушил понятно, бизнес. ляпает, все про вас пишет. А как вы думаете, он, по собственной инициативе просто Там прокуратура вот провела по-че- проверку. По-честному писал эти посты? Или Прокуратура все-таки провела ваши проверку конкуренты и ему? обратилась в суд о закрытии ее заведения. Она потом это все закрыла, У меня уехала, нет переехала в другое никаких место. вообще нарушений, нет. Никто ничто мне не предписывал. Это к прокуратуре Это опять ваше отношение. личное мнение. Так вот я вас спрашиваю, он это делал просто потому, что вот он такой, или, может быть, ваши конкуренты его подкупили? Ну, скорее всего, наверное, конкуренты в городе Ишиме, не знаю. Он, как говорил в суде, ему там опять же написали кто-то, как так стоит возле Люди заправки, обратились, да, на в заправке санитарной детское зоне. учреждение, санитарной Хотя мы зоне. все абсолютно доказали, все доказательства были, что никакой санитарной зоны абсолютно нет, никаких нарушений нет. Вы опять сказали нам, что вы получили информацию, что кто-то вам сообщил, что это непорядок, что детское Да. учреждение находится Да, на... люди Да. написали, сел на А машину, этот поехал, кто-то посмотрел. все время ему сообщает все про женщин или про мужчин тоже? Почему про женщин? Просто когда Если этот человек вам что-то сообщит про меня, Ваша биография, я просто знаю. предупреждаю. Ну, просто. Нет, Даже ты- говорить дальше не буду. Ты не понимаешь. Если кто-то вам сообщит, что вам же это везде мерещится, что я любовница Гордона, я тоже просто предупреждаю. А ты не отрицай, зачем? Я про Все так и думают. я про другое. Нет, не будет этого по одной простой причине. Это ворон здешних мест, понимаешь? Он только ишимский разоблачитель-то. Ну, зачем не лезьте куда-то? Ему дальше-то не подняться. Я просто никак. представляю, опускается ночь и просыпается черный плащ, ворон, как... Я вечером читаю то, что мне приходит. Я же сзади. говорю, у меня всё чуйка правильно. просто. Все верно. Понимаете, он где-то слышит звон и начинает там догадки свои приписывать. Это вся вот эта вот его критика. Да мы это уже поняли, причем на женщин, я так Да, понимаю. на женщин, вот, понимаете, я же говорю. мы страдаем от этого. Я же сказала, что он сексист, Он заноза 100%. нашего города Ишима. Еще женщин осудили, они уже вышли, на которых я писал. А вас жена бросила, что ли? У меня нормальная жена, нормальная, бросила вас? нормальная семья. Будете так говорить, Нет, я просто спросила. я не говорю. Просто-напросто, наверное, у нас господин Воронин теперь делает законы в городе Ишиме, как он порешает, так оно и будет. Оксана, давайте обсудим. Александр в уже качестве высказался. совета, пожалуйста, обратитесь за медицинским освидетельствованием, пускай суд назначит слышал. судебно-психиатрическую экспертизу, потому что здесь, на мой субъективный взгляд, это, во-первых, необходимо. Потому что то, что делает господин Воронин, это не очень помещается в рамки нормальности. Да, безусловно, у него может быть просто дурной характер, но в силу того, что это наносит ущерб вашей деловой репутации, вашему бизнесу как таковому, а здесь надо бы пристально посмотреть с точки зрения психиатрического расстройства. Ну, сосудистая деменция у нас бывает так был уже там. Справка есть, что нормальный. Меня Сдержусь хотели- от комментариев, потому хотели что без вашего решения туда нормально это немножко не на медицинском языке. Теперь, Настя, к вам. Ваша любовь к педагогике, возникшая внутри вас, может быть реализована, это хорошая новость, на мой субъективный взгляд, может быть реализована не только в рамках 8-й школы, и не только в рамках школьной системы российской как таковой. Если вам нравится работать с детьми, вы можете работать не обязательно в рамках школы. Хоть аниматором требований будет сильно меньше, а радости будет достаточно много. Почему? Потому что свобода творчества. Вам однозначно, если вы продолжите бороться в суде вот с этим товарищем, психиатрия вам в помощь.
Я вот сильный человек, я борюсь, и я пойду до конца. А вот если он напишет на какого-то другого человека, и он будет слабохарактерный, не дай бог он на себя руки наложит. Тяжело Вы задумывались удержать. об этом, что вы делаете? Нет. Нет, конечно. Никогда. Вы все время администрацию, Следственный комитет, судей, всех обливаете грязью. Все у вас плохие, только вы один хороший. Так это все доказано. Зачем судом вы это уже. делаете? Судом уже доказано. Зачем вы это делаете, скажите мне? Потому что детское учреждение не может быть на заправке. Доказано все, что там все нормально. Господин Воронин, вы столько лет отслужили в органах. Я подразумеваю, что уволились, наверное, по достижению предельного возраста. Да, в 2003 Все году. это время вы работали с судьями, с сотрудниками, с прокурорами, с сотрудниками Следственного комитета, которых вы сейчас поливаете грязью. Я Что вас тогда правильно молчали, понимаю? да? Вот, поэтому я даже не хочу комментировать, потому что меня учили немножко отделить мораль, нравственность и закон. С точки зрения закона, пока вот на данном этапе к вам претензий нет. Пока этим кто-то не занялся серьезно. Анастасия, если вы действительно хотите работать в школе, вы это можете делать. Но мой вам совет. Для этого действительно нужно пользоваться правилами и требованиями, гласными и негласными той корпорации, в которой вы собираетесь работать. Не нужно нашим детям смотреть ваши замечательные фотографии. Они, когда вырастут, вот тогда ними будут любоваться. Ну, во-первых, в строках своего письма хочу обратиться к нашему герою. Пришли вы сюда и писали это, основываясь на том, что вас задел ее непрофессионализм, что профессиональная этика, да, не была соблюдена. А давайте про ваше бревно. А насколько вы соблюли профессиональную этику, когда, прочитав письмо от якобы подростка, который пишет: дядя, как там ваше имя, не помню, во-первых, обсуждать с подростком кружевные трусики, декольте и фотографии, это, знаете, тоже такое себе. Вы как в органах знаете, какая-то статья с малолетними переписываться по поводу трусиков, фотографий такого содержания и прочее. Во-вторых, вы, как говорите, не уточнили, стояла ли она по трудоустройству, а она стояла, видите, несколько месяцев. И оттуда ей предложили эту работу. Этого не уточнили. Вы даже не удосужились зайти на ее страницу. Говорите: нет, я не был на ее странице, я не посмотрел. Так насколько это профессионально? Насколько здесь соблюдена профессиональная этика? Вот после этой передачи вы посмотрите, что люди будут писать про вас. И поверьте, за 67 лет вашей жизни, особенно вот такой, они сейчас найдут столько скелетов и в вашем шкафу, и вашей супруги, и всех ваших детей и родственников. Ждите, готовьтесь. Такой бумеранг сейчас прилетит. Что... Нет, ребят, и теперь хочу к героине. По поводу фотографии. Да, на грани. Ничего я в этом такого не увидела, но вам нужно выбрать, как говорится, либо ехать, либо шашечки. Ехать вы не хотите, вы написали. А вот выбирая шашечки, выбирайте, знаете, есть же тоже вот модельное агентство, и там есть моделинг для детей. Приходят дети маленькие, учите, там вы будете и моделью, и работать с детьми, обучайте их позингу, всему прочему, убьете 2 зайцев. Вы все равно не остались работать учителем в школе. Вот что хотите со мной делайте. Потому что спустя какое-то время, всего лишь неделя прошла, появились бы родители возмущенные, не были бы все довольны вашими фотографиями в интернете. Особенно все, что касается рекламы кальяна или еще чего-то. Школа в классическом понимании школы, как мы все привыкли, и ваши фотографии в социальных сетях – несовместимая вещь. Ну, правда. Это не просто модельные фотографии. И еще вы бы не стали работать в школе. Знаете почему? Это показало ваше импульсивное решение написать заявление об уходе. Любой коллектив, а тем более преимущественно женский, вы не дадите мне еще соврать. работаю с детьми. Да, это всегда лагеря, 1, 2, стороны, 3, 4. Это всегда интрига, так или иначе. Это всегда кто-то вас любит, кто-то вас терпеть не может. Да? И для этого, помимо того, что вы любите детей, нужно еще и себя любить. В том смысле, что обладаете просто непробиваемой броней. А вы пока такой не обросли. К сожалению, к счастью, я не знаю. Пьяная приходила, вечно нас била. Ремнем, веником. Ребенок отказывается от меня, от собственной матери. Как дети оказались в приемной семье? Я попала в места лишения свободы. Умудрились еще одним забеременеть и опять сесть. Только пьянка была или... Наркотик? Нет, давно уже не употребляю. Зачем тебе нужны эти дети? Зачем? Так а вам они зачем? Ты только 2 раза голову разбивала сожителю своему. При них все это. Как она вены себе вскрывала. Вы знаете, вот... С вероятностью 90 и больше процентов повторят ее судьбу. Она хочет исправить все вот это вот. Она алкашка, наркоманка. При 6 детях
Ну давайте еще раз дадим ей шанс. Илья почему убежал от вас? Руки вы прикладываете, не издеваются там над детьми. Кто? Муж Гульнара Фатуловна. Можешь рассказать?